Привет, я доктор Берг. В этом видео я хочу рассказать, что делать, если у вас есть вены с варикозом. Должен сказать, что большинство травяных средств и витаминов от варикоза просто не помогают. Я пробовал столько разных средств, и они просто проходят транзитом, и от варикоза не помогают. Я расскажу вам, что помогает, но сперва поговорим о предназначении вен. Вены переносят кровь от конечностей, от пальцев рук и ног, обратно к сердцу. Сердце посылает кровь от себя через артерии, а вены возвращают ее к сердцу. Это обратный путь крови. Одно из самых больших различий между артериями и венами — это то, что по венам сердце кровь не качает. Артерии переносят кровь по организму с помощью сокращений сердца. Но венам нужны мышцы, чтобы посылать кровь обратно к сердцу. Поэтому, если вы не активны, не тренируетесь и сидите весь день, есть шанс, что у вас будет варикоз или звездочки. Есть и другие причины варикоза, например, беременность. Это проблема с эстрогеном. Когда в животе развивается ребенок, эта большая масса может мешать кровообращению. Также лишний вес может давить на вены. Проблемы с эстрогеном могут вызывать побочные эффекты, и один из этих эффектов — это звездочки и варикоз. Это тоже может быть причиной. На самом деле это можно исправить, выходя на улицу и занимаясь спортом. Все настолько просто. Вам нужно гулять и заниматься физическими упражнениями регулярно. Нужно учитывать степень варикоза. Если у человека он действительно запущен, то стоит задуматься об удалении таких вен, ведь другие вены могут их заменить. Но если проблема не такая уж и серьезная, то тренировки должны помочь все исправить. Но нужно заниматься год или два. Это не случится за день. Это первое. Для звездочек все немного иначе. Вы будете делать те же упражнения, но интересно вот что. Звездочки могут возникнуть также из-за избытка витамина С. Я не говорю про витамин С в пище, я говорю про избыток аскорбиновой кислоты. Это синтетический витамин С. Люди, которые употребляют аскорбиновую кислоту граммами, создают себе дефицит других составляющих комплекса витамина С. Вообще у витамина С сложный состав. И когда вы покупаете витамин С в аптеке, чаще всего вы покупаете синтетическую аскорбиновую кислоту, особенно если берете от 500 мг. Поймите, что вы покупаете нечто, изготовленное из кукурузного крахмала и серной кислоты. Там нет никакого витамина С. Иногда аскорбиновая кислота продается под названием витамин С, непонятно из-за кого, в то время как это лишь мизерная доля комплекса витамина С. Лучший источник витамина С — это еда или натуральные концентраты. Поэтому нужно есть побольше овощей. В общем, если вы хотите исправить звездочки, то вам нужно намного больше витамина С в рационе длительное время. Избегайте аскорбиновой кислоты, синтетического витамина С. И что же дальше? Идите на улицу, начинайте гулять, постоянно тренироваться, и это исправит варикозное расширение вен. Обычная вена прямая, она переносит кровь точно к сердцу. А у вены с варикозом нарушается работа клапанов. Вена увеличивается в размерах, и кровь в итоге уходит чуть в сторону, что может привести к инсульту. В общем, нужно выпрямлять вену, начать тренироваться и гулять. До скорых встреч!